Разбор Груз, channel about trucks. Разбор груз. Канал о грузовиках. Всем привет, друзья! Сегодня у нас на канале новое видео, которое мы сняли несколько месяцев назад, но как-то в суматохе забыли про него. Значит, сегодня мы будем смотреть это видео. Друзья, ставьте лайки, оставляйте комментарии, для того, чтобы новые выпуски выходили как можно быстрее. Сейчас мы снимаем фильм про ремонт Scania R500 16-литровым V-образным двигателем DC16 V8. Уже сняли полную разборку его, снятие, диагностику. Ну а сейчас мы готовимся к полной сборке данного двигателя. Будет очень интересно, пробег двигателя 1,8 миллионов километров. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. Ну а мы начинаем это видео. Всем приятного просмотра. Приехала в ремонт Volvo FM 410 лошадиных сил 2013 года. Колесная формула 4х2, обычный сидельный тягач. С какими, Сергей, проблемами? Тут проблема непонятна, он объяснил очень сложно, водитель, который пригнали, притащили на эвакуаторе. Написано как перегрев двигателя, по факту почитали, диагностику сделали, единственная ошибка — это по давлению масла. Маленькая. Давление масла типа отсутствует. Вот, то есть это ошибка. Мы сейчас должны понять, то есть у нас проблемы все-таки с двигателем, либо это датчик, просто-напросто может быть, либо еще какие-то все-таки есть нюансы, проблемы. Начнем. Посмотрим фактически сейчас давление масла, уровень масла, есть ли он там вообще. Сейчас в первую очередь. Так, щуп у нас тут надломанный какой-то. Ну, масло там присутствует. На запах определяешь тоже качество? Да, качество. Не, если провернутые вкладыши, сейчас масло пахнет. То есть оно прям вонючее такое. Все, сейчас поднимем кабину, будем теперь смотреть механическое давление масла, проверять, есть оно тут или нет. 794 тысячи. 13-й год. Заснять. Что-то я сомневаюсь. Может, там миллион? Почему бы нет? Ну, может быть. 794 515 там. Ладно. По-моему, здесь вот датчик находится. Датчик давления масла. D11C. Так, замеряем давление масла. Открутили датчик давления масла. Как он выглядит. Берем по размеру переходничок. И вкручиваем. Наблюдаешь? Мне тебе показания кричать или что? Сразу троечка была, потом упала на почти единицу, там 1,5 где-то. Двигатель у нас холодный, масло холодное должно быть гораздо больше. Такое показание должно быть только на горячем. У нас она идет на холодный, значит где-то все-таки потеря имеется. Потеря хорошая. Но сейчас по звуку нормально вроде, да? По звуку нормально. По звуку, да, вроде работает хорошо. Мы сейчас первым делом что? Мы снимем клапанную крышку, посмотрим, как сюда масло подает сюда. Может быть здесь проблема, либо нам все-таки проблема снизу в поддоне. Будем снимать поддон тогда и смотреть вот так.
Так, что у нас тут? Маска вроде сюда идет. Явных проблем не видать. Ну, потеря может быть есть только вот в этой части. Посмотреть, здесь резиночки на месте, не на месте, и тогда уже. Здесь резинки на месте. Все на месте. Здесь тоже резинка на месте, да. Явных проблем серьезных никаких не видать. Значит, я знаю, в чем проблема. GTX 11. И что там? Если тут пластмассовая трубка заборника, значит ей нормально. Трескается трубка маслозаборника. Да? И если она здесь пластмассовая, то, скорее всего, не ей проблема. То есть она на старых моделях была железная, то есть никаких проблем не было. Здесь начали ставить пластмассовую, и там стоит редукционный клапан, в нем трескается и начинает выходить. Будем снимать поддон, смотреть, проверять это все. Сергей масло сливает, покажу вам, что еще снимаем. Такой красивый двигатель 501 с таким технологическим отверстием в блоке цилиндров. Стружки вроде не видать никакой. Вот этот корень зла. Не маслозаборник, как я выразился, то есть, а трубка идет от масляного насоса, идет на блок, и вот резинка. То есть кусок резинки отсутствует, и все давление уходит сюда. То есть вся проблема. Еще плюс вот здесь надо скрывать, смотреть, трещина бывает, трескается сам пластик. Здесь трещина или здесь, сейчас мы ее помоем и просмотрим внимательно. Но в любом случае это хорошо, когда ты знаешь эту проблему. Так бы можно было долго искать. Ну да, некоторые искали долго, ну, уже не первый раз с этим сталкиваемся, поэтому вот вся проблема вот резинка, ну либо, ну да, треснутая вот она либо уже. Тоже, ну да. Треснутый, то есть ее менять надо. И скорее это трещина, то есть там внутри тоже будет идти резинка, просто так не лопается. Это сейчас лучше видно. Вот основная проблема, да, у нас здесь уходила до носа, и вот она трещина, и корпус. Да? Но здесь все равно как-то еще не сильно страшно обошлось, когда просто давление масла загорается. Может быть, да, все печально. еще может Как быть, у меня загоралось давление масла, так я как бы был бы рад, если бы я такой обошелся проблемой. Но... Ну да. Сколько? 68 тысяч. 8 тысяч нашли, но ждать 1,5 месяца. Ну ладно, это пока бегло посмотрели, но попозже посмотрим еще, конечно, где-то так. Расходные материалы у нас были на складе, прокладки, фильтры. Сейчас Сергей оденет клапанную крышку, и мы ждем трубку. Трубку согласовали новую. Сергей нашел, которая приедет уже завтра. Это мы клапан закрутили, на место поставили, прокладочку поставили новую, клапанные крышки. Все затягиваем, устанавливаем. Двигатели. А вот смотрите, какая боль.
бывает и такое. Так, трубочка стоимостью сколько? 77. 77 тысяч рублей у нас в руках. Made in Taiwan. 75. 75. Made in Taiwan. А сколько тут Оригинальная оригинальная Volvo. стоит? Вот она оригинальная Volvo. А, да? Изготовленная в Тайване. Это Volvo, оригинал. Ну. А я просто смотрю, тут уже, видишь, лазили, поддон меняли. Поддон тут не родной. Это поддон мененный. И, может быть, когда лазили, что-то там повредили. То есть не просто так, сама по себе. Уже мененный. Что, эти болты дать? Да, он там где-то вот здесь вот такой же болт, вот здесь сверху. И там это ключик 12, ну, средняя трещотка. Ну, я к тебе ради кадров туда не полезу снимать. Простите, самые господа, зрители. Нет, не прибрано. Нету электрического такого насоса? А у нас в магазине инструментов есть? Ну там топливный есть. Вот я хотел тоже взять, думал попробовать, но не знаю, справится он или нет. Масло залили, будем пробовать пускать. Четыре почти. Посмотрим, что показывает он. Если показания совпадают, выгоняем, греем, смотрим на горячую. Сколько будет давление. И отправляем в путь. Если все хорошо, отправляем, отдаем владельцу. И приступаем к новому мотору. Четырех почему-то сбрасывает именно клапан. Почему этот клапан на 4 бара? Я думал, чуть побольше будет. Ну, видимо, на 4 именно и сбрасывает. Потому что, видишь, я давление сбрасываю, ну, и 4. Он больше 4 не поднимает. Вот смотрите, тоже разобранный мотор. Пока ходил, смотрел, смотрите, какое масло в поддоне было. По всему мотору, Сергей говорит, было и на головках, и везде. Как вам такой результат? Также 4 небольшим показываю, газуешь, добавляешь. Да, ушатать, если ездить так вот без давления масла, можно было и ушатать, правильно? Все элементы смазываются хреново, вкладыши туда-сюда. Так я, ну так, поверхностно глянул, то есть никаких потемнений, ничего не видать, там стружки нету нигде, ничего. То есть, ну, скрывать не скрывали, поэтому... Ну, они, в принципе, как они объяснили, то есть увидели эту ошибку, заглушили и сюда эвакуатором потащили. Да. То есть она как бы и не работала. Поэтому все ли там хорошо будет с давлением масла. Ну, выгоним, нагреется. И с кабины уже глянем, сколько там на горячку показывает.
Так, обнаружили проблему, что газы в системе охлаждения, пока автомобиль работал. Отключили нахер бутылку. Грязь. Антифриз и грязь, все дела. Вот там. Фильтр влагоосушитель. У нас Всё, получается. Вот с этого шланга, вон он шланг, у них отвод. Вот с него, вон там натекло антифриз, пока стояло, грелось. Ага. Капает антифриз, то есть это клапан сброса при лишнем давлении, то есть он выбрасывает сюда воздух, ну и в данном случае с антифризом. По давлению масла у нас все хорошо. Давление теперь в То есть у норме. нас теперь Пока картерный, открутил. хотел сказать. Газы в системе охлаждения. Газы в системе охлаждения, еще одно у них есть нюанс, о котором нам в принципе никто не поведал. Но проблема имеется. Открутив фильтр, мы видим там, или как оно правильно называется, Но грязь, антифриз там. грязь, антифриз, нагар. И подозрение у нас теперь падает на компрессор. И пузыри идут именно при сбросе, когда компрессор накачивает максималку, начинает сбрасывать, в этот момент у нас пузыри идут. Снимем головку, посмотрим прокладку и посмотрим состояние компрессора. Ну, сначала согласуем с клиентом. Может, он не захочет. Да, может он скажет, я так ездил, мне все устраивает. Ну, да. Итак, заехали повторно, будем разбираться с газами в системе охлаждения. Ничего не изменилось. На язык надо попробовать, если сладкий, значит антифриз попадает. Я только после обеда, я как бы не хочу. Так, извлекай. Головку от цилиндров. Антифриз. Большие потери. Ой. Нагар есть. То есть масло подкидывало. Ну, по гильзам вроде ничего плохого не видать. Такого. Ну, там, по крайней мере. Сейчас спустим еще здесь, посмотрим. Пойдем сначала разберем головку. По идее прокладочки. То есть нам интересны именно они. Для этого надо крутить сейчас вот эти два болта. Компрессор, как я сказал, уже мененный. Дали такое? Красиво. Красиво. Вот это все мы видели в этом самом высушителе. Кто бы знал, а вот здесь вот Пробитие. черноты нету, здесь пробитие. Это у нас антифриз, который мог сюда попадать на прокладке. И вот здесь вот видны следы попадания сюда. Ладно, не буду портить. Ну, что там промыли, продули. Вот такие штучки, то есть мы протянули сейчас головку, и теперь, ну, мы не полностью протянули, пока просто поднаживили. И это самое, вот эти штучки надо убирать. То есть для чего их поставили? Там написано, что убрать перед затяжкой. То есть было раньше такое у нас на Мерседесах или еще где-то, люди, которые сами ставят компрессора. Вот эти головки протягивают болты, а центральный забывают. То есть, ну, он не затянут, это просто скрепление. То есть пластинок, всех остальных они просто наживляют и все, заводом. Вот, соответственно, покупают, ставят 4 болта, прикрутили и поехали. Угу. Этот болт расслабленный, он откручивается, выкручивается и все, и у него там дуло. Ну, у всех. Понятно. Некоторые умудряются затягивать именно с этим и оставлять. Встречали вот так вот сплавленная пластмасска лежит вот здесь вот сверху.
Ну, а по факту там написано. То есть удалите перед тем, как будете затягивать эти центральные болты. То есть мы протянули эти, сейчас будем затягивать центральные, удаляем эти пластики и затягиваем. И потом уже все полностью протягиваем. Турецкий ты откуда знаешь? Сколько раз в Турции был? Мало. 2 раза был? Хотелось бы почаще. Может, ты и арабский читаешь? В Дубае был? Нас в Аргентину, в Чили, в Бразилию зовут. В Соединенные Штаты в гости. Зовут? Приедем. Продули. Сейчас заведем сначала без фильтра, чтобы из трубки все это наше очищенное выплюнуло. Фу. И все, потом крутим его фильтр и выгоняем. А? Сейчас пока ошибок никаких нет, все нормально, все хорошо работает. Теперь мы греем, проверяем все. Думаю, давайте посмотрим. Итак, друзья, наша история не заканчивается. Газов в системе охлаждения стало меньше после замены головки компрессора, но они все равно в каком-то количестве остались, да? Поэтому Сергей будет устранять эту проблему до конца. Второе, возможно, что это стаканчики. Стаканчики форсунки. Вот. Вот. Если они прокрутились, соответственно, у нас антифриз попадает в газокомпрессии. Ошибка имеется на панели приборов. Это термостат, клапан управления маслом, который находится в корпусе масляного фильтра. Его надо будет тоже менять. Зачастую тоже часто это проблема выхода из строя именно этого термостата. Термостат, как ты говоришь? Ну, там есть клапан управления на подачу охлаждения поршня масла и этот термостат, который открывается на подачу масла в циркуляцию. Мы, наверное, говорили. Сейчас посмотрим. Ну, обычно, если пробивает, уже и здесь тоже чего-нибудь наличие видно. На форсунке. Да. Ну, если это долгое время работает. Это где-то недавно поднимали, возможно, просто будем смотреть только камерой, увидим.
так давно, возможно, форсунки поднимались, монтировались, доставались. Сейчас камеры будем смотреть, что там в дверях. На камеру. Что-то видно в этом месте. Что-то странное. Если это чистый. Вот здесь, видишь, там чуть-чуть что-то. Какая-то имеется. На остальных такого нет. Ну, сейчас мы их... Что, специальное устройство. Слушай, вот это новое, да, и изображение тут крутое. Ну да. И картинка такая поярче и побольше, чем на старой. Солярка. Белье. Клапана. По гильзу ничего плохого не сказать. Вроде бы как сюда. Ну да, зазиров, полы света. Чтобы понять, это антифриз в стакане. То есть видишь, сейчас вот. Оп. Видно? Я вижу, что это ГБЦ. Это головка, это вот на зонд входит в стакан. Вот сам стаканчик. И край стаканчика как будто бы капли антифриза стоят. Раз, два, три. Ну, другой цвет что-то имеет, да. Вполне возможно. То есть у нас как по логике у нас как раз таки стакан. Да, вот, было хорошо видно. Вот, по логике как раз стакан у нас и дуется. Угу. И то есть попадать антифриз в антифриз газа могут вот как раз вот в этом месте. Это единственное место. Я дал давление в систему охлаждения, чтобы вот как раз увидеть, будет ли здесь какие-то вот И следы. вот оно. Да, и вот очень похоже, что это у нас антифриз и есть. То есть четко виден контур стакана, и вот как будто бы это и есть антифриз. Нет, тут такого нету, видишь? Угу. Прям четко видно стакан, но никаких капелек не видать. Здесь нету, там есть. Который пробивается сквозь стаканчик. Там еще он один, там по контуру чуть-чуть видно такой след, ну не капли, просто как след. Ну, возможно, тоже проявляется. Так. Такое специальное устройство устанавливаем. Вот этот цилиндр, который мы обнаружили, антифриз. Прижимаем. На место форсунки, правильно? Да. А потом... То есть так называемая фальш-форсунка. Да, получается фальш-форсунка. Ты в нее поддаешь воздух под давлением, Цилиндр воздух делаем идет в цилиндр, компрессию. и уже будет видно. Выходит он... Соответственно, если у нас там, где капли, должен, по сути, вот этот воздух пробраться туда. Мгм. Расширительный бачок, кинем эту бутылочку и будем ждать долго поздно. Вопрос просто, хватит ли нам этого давления, которое мы дадим, там 8-9 бар. Может просто не пробить. Ну, это как эксперимент показать, чтобы уже убедиться, так сказать. Так и так понятно, что там капли висят, стаканы надо менять. По-хорошему, вообще это снимается головка и опрессовывается. То есть, ну, чтобы не идти на эти большие затраты времени и денег, мы предложим просто заменить стаканы и проверить таким путем. То есть меняем, ставим, ну, должно пройти, потому как все равно косяк мы видим, есть по резинке. Остается еще там кавитация гильз, которую можно пойти, или там прокладка, или ну, либо сама голова. Вот. Но это уже будет очень много денег стоить. Бутылку принес. Только не такую, как я просил. С градусами, да? Да. А здесь что-то...
Короче, заменили вот такой вот клапан, термостат, как его правильно назвать, работает на охлаждение поршней, то есть открывает и закрывает масляные форсунки. Очень в труднодоступном месте он был, пришлось разобрать турбину, снять здесь и патрубки. Ну, в итоге его заменили, сейчас приступим к замене стаканчиков форсунок. Ой. Сливаем антифриз. Ударился? Бывает. Такой вот инструмент нас ждет. Берем первую часть инструмента, так сказать. Это резьбу нарезаем в стаканчиках. Таким вот образом. Прям нарезаем. В общем, стаканчик — это место, куда вставляется топливная форсунка, правильно? Правильно, которая в свою очередь охлаждается антифризом. Угу. Снимем. Второе приспособление. Там, где резьбу я накрутил, вкручивается теперь вот это и вытягивается. А, сейчас закручиваешь. Да. Аккуратно. Вот он, собственно, наш стаканчик. Это второй. Пополам. Шестой, третий. Красивые, новые. Все прочистили, продули, промыли. Все убрали. И вставляем новые стаканчики. Важно следить, чтобы у нас поршень не был в верхней мертвой точке. На то упираемся и не до конца установим. Полностью выладим. И что у нас происходит? У нас вот этот ёршик проходит насквозь через стакан, тем самым развальцовывая вот здесь вот в голове. Ну все, мы вытягиваем и все. Казалось бы, простая задача стояла изначально. А сколько времени ушло, да? Всякое там появилась проблема, там, и понеслось. Оказывается, целый букет проблем, которые уже давно пора было решать. Может, просто люди с этим ездили и не обращали внимания. Со стаканчиками у них это какая-то систематический вопрос, да? Ну, частая проблемка бывает в этих стаканах. То есть, ну, самое основное это компрессор, стаканы. Ну, либо еще гильза или прокладка. Ну, тут можно либо снимать головку, опрессовывать и на снятый делать, либо вот таким вот образом. Вот так, конечно же, дешевле, чем со снятием. По резинкам проблемки есть уже. То есть не сейчас, так скоро пошел был у нас антифриз с маслом. Фу, антифриз с соляркой. То есть вот эти верхние резинки перестают держать, и антифриз уходит в солярку в обратку. Что прожарки сейчас пробуешь. Резинки здесь уже дубовые. Важно смотреть вот на вот эту верхнюю часть стаканчика. Чуть позже объясню, что к чему.
не все блестят. Сергей заставил снимать. Ну и вот там то, что эти бурты я говорил, это под этот самый, с шайбочкой. То есть вот такая шайбочка ставится, если на стаканчике 2 полосочки или одна. Если без полосочки, если гладкая вот этот край, то без Без шайбы. шайбы. Я только обозначу. То, что мы регулируем. Да. Видео и так затянулось. Подкачаем еще немножко. Итак, друзья, подведем итоги. Значит, загорелось давление масла автомобиля. Он приехал на ремонт на эвакуаторе. Сергей, зная уже эту проблему, как бы нашел, у нас это была трубка пластиковая в поддоне маслозаборника. Как оказалось, что там проблем еще несколько, то есть целый ряд проблем, которые надо было устранять. Машина-то ездила, то есть она, в принципе, видимо, водителя все устраивала, но мы увидели просто недостатки, поэтому сообщили ему. механику, то есть или владельцу данного автомобиля, ну и начали, соответственно, это устранять, искать. Оказалось, там и компрессор, и стаканчики У нас необходимо было газы в менять. системе охлаждения. Да. Сначала заменили головку компрессора, газы ушли, но в небольшом количестве они остались. Дальше при диагностике было выявлено, что стаканчик, через один стаканчик так точно там антифриз хорошо шел. Да, давали давление, мы увидели в цилиндре, что имеется И компрессор. после замены уже стаканчиков у нас газы исчезли, машина заработала. Машина заработала, все хорошо. Ну, там еще клапан меняли этого самого Ну, давления. была, да, ошибка была еще по давлению, тоже их частая проблема, вот этот клапан, который на Труднодоступный. форсунке, по-моему, они идут, именно термостат, он считается, или как клапан на открытие масла в форсунке, охлаждение форсунок. Ну, его, соответственно, тоже заменили и отдали машину, то есть вот на этом у нас фильм и закончился. Ну вот. Так что, друзья, всем удачи, смотрите за своими машинами, следите, ну а мы что? Делаем сканер. Собираем двигатель Scania, начинаем собирать. Поэтому накидайте лайков, комментариев, подписывайтесь на канал, чтобы выпуски выходили как можно быстрее. Все, всем удачи. Пока-пока. Всем пока. Razborgruз, channel about trucks. Разбор груз. Канал о грузовиках.